Здорово-здорово, братишки и сестренки! Приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nix and Play. Победителем прошлого розыгрыша становится Максидзе. Поздравляю тебя, друг. Приз я уже отправил на кладовщика кухню гурмана. А кому не повезло, не расстраивайтесь, для вас у меня новый розыгрыш. Этими вещами поделился игрок с ником Мурка, так что в знак благодарности давайте отблагодарим его в комментариях. Итоги розыгрыша через неделю, 19 июня. Но есть вероятность того, что я не успею сделать ролик к этому времени, так как уезжаю. Если не 19, то ждите ролик 21 июня, в среду, оповещу с выходом видео заранее. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал, нажать на колокольчик и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. В предыдущем видео по обзору оружия один из подписчиков в комментариях попросил снять с меня видео по Грозе 4. У меня, естественно, такого оружия нет, и я, как обычно, обратился за помощью к ребятам из клана СВГ Вулкан, на что они любезно согласились, и в их арсенале нашлась даже Гроза 1. Поэтому встречайте обзор сразу на два автомата, Гроза 1 и Гроза 4. И к слову о клане, ребята сейчас набирают бойцов. Если есть желающие поиграть в компании, присоединяйтесь, новичкам всегда рады. Ссылки для вступления я оставлю в закрепленном комментарии и в описании под этим видео. По поводу цены этих двух пушек, я не в курсе, скажу честно. Да и постоянно цены меняются, так что фиксировать я ее не буду, чтобы не быть голословным. А вот по ремонту могу сказать, разница в ремонте за 1% прочности между Грозой 1 и Грозой 4 составляет около 400 рублей. Гроза 1 за процент починки у ремонтника требует 12 500, а 4 12 900. Гроза 1 имеет резьбу на дульной части ствола, что дает возможность установки глушителя типа АТГ, дульный тормоз-компенсатор или же пламя-гаситель, а также посадочное место на рукоять переноски для установки оптического прицела ПО-434. Использует магазин для АК под калибр 7,62 всех типов и соответствующий патрон под них. В игре имеется три типа боеприпасов 7,62, это ПС, БП и экспансия. Последнюю широко используют в охоте на мобов, потому что он наносит огромный урон по небронированной цели. Разброс у стоковой Грозы 1 большой, на средней дистанции зажимать будет некомфортно и не факт, что ты попадешь. В упоре показывает хорошие поражающие способности. Практика показала, что с увеличением дистанции до цели урон у Грозы 1 падал. При тесте урона по броне участвовали такие экземпляры как ПАС-ГТ, 6Б3, 6Б5, 6Б11 и 6Б12. Бронежилеты были выбраны с учетом популярности использования среди сталкеров. Экспансивный патрон при этом тесте показал самый низкий урон, оно в принципе и понятно, он предназначен только для охоты. Боеприпасы типа ПС, БП отличаются друг от друга уроном, примерно в 20 единиц. Но стоит учесть, что патрон БП достать чуточку сложнее и стоит он дороже. Думаю, что новички не будут особо заморачиваться с его покупкой и просто будут использовать универсальные ПСки. Друг, тебе надоело играть одному и ты ищешь себе напарника? Тогда заходи в мой Discord сервер. Тут найдешь себе компанию по душе. Сможешь пообщаться с другими сталкерами. Также есть доска объявлений. А самое главное, ты не пропустишь ни одного моего нового видео на YouTube, так как в группе есть свой специальный бот, который оповещает о выходе нового ролика. Присоединяйся к нам, будь в курсе всего. Ссылка на Discord сервер есть в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Теперь Гроза 4. Имеется быстросъемное крепление на дульной части ствола, что дает возможность установки своего глушителя ОЦ-14-4 и муфту резьбы ОЦ-14-4. Посадочное место на рукоятку для переноски дает возможность установить прицел ПО-434, такой же как на Грозе 1. Гроза 4 использует магазины АК под калибр 9,39 на 20 патрон, 30 как на ВСС на него нету. Имеется также три вида боеприпасов на данный калибр, это СП-5, СП-6 и ПАП-9. Если сравнивать кучность у Грозы 1 и Грозы 4, то у 4 она будет приятнее. Но в стоковом состоянии зажимать на дистанции будет все так же неудобно. Урон с увеличением дистанции также падает на несколько единиц. При тесте урона мы использовали все те же бронежилеты, что и с Грозой 1. Самый низкий урон по туловищу показал патрон ПАП-9, потому что он является экспансивным. У патрона СП-5 и СП-6 разница в уроне составила от 8 до 10 единиц. Естественно, патрон СП-6 является топовым, но он только на обмен. Меняется он на 4 гильзы у специалиста, у плевка на новой земле на артефакты и на донатке, что является более доступным способом, так как можно попросить знакомого из клана и поменять их. Исходя из того, что патроны СП-5 и СП-6 особо не отличаются друг от друга по урону, но значительно отличаются в доступности, будет более предпочтительным использовать боеприпас типа СП-5. Исходя из всего вышеизложенного, касаемо Грозы 1 могу сказать следующее. Ствол в принципе неплохой, но очень нуждается в модификации.
Если много денег, для разнообразия и опыта можно побегать в принципе. Но если брать на перспективу, то нет. Взамен Грозе 1 я бы лучше посоветовал АКМ или АК-103. Плюсами будут служить их цена, доступность, купить их можно уже в моде и дешевизна ремонта. Ну и в дальнейшем дешевизна модификации также. Касаемо Грозы 4, если ты хочешь себе ВСС, но у тебя не хватает на нее денег, так как с хорошим модом ее цена переваливает за 100 миллионов, то Гроза 4 для тебя. Оружие в принципе играбельное, и урон от ВСС отстает на 20 единиц, но модифицируется Гроза 4 намного проще. Также и ремонтируется дешевле. В любом случае решение будет за тобой. Думай, ведь вся необходимая информация у тебя есть. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий. Возможно, твоя идея станет следующей темой ролика. Удачи в зоне, сталкер. Ну, проветришься, заходи.